Bluetooth наушники с поддержкой VR, которые воспроизводят звук с задержкой всего 30 миллисекунд. Конечно, такой результат не получился бы, если бы мы не использовали специальный ключ. Также они имеют отличный дизайн, LED-подсветку, качественную сборку, удобное приложение с предустановками звучания и кастомный эквалайзер. Настройки ключа, двойное подключение, используя Bluetooth и ключ, поддержка различных устройств, в которые входят PS5, ПК, Switch, смартфоны и подобное. Как вы уже поняли, все это можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore VR P10. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой упаковке из плотного картона в стиле Anker Soundcore. Выглядит она презентабельно, на упаковке есть изображение, название и краткие характеристики. Пакинг отличный. В комплекте мы имеем бокс, наушники, специальный ключ с USB, краткое руководство на английском языке, кабель для зарядки с USB на Type-C средней длины и комплект силиконовых амбушюр неплохого качества. Размеры S, M и L. Вес бокса без наушников 48 граммов, один наушник весит всего 4,8 грамма. Ключ весит 3,7 грамма. Габариты бокса средние: 54,9 мм на 65,6 на 29,8 мм. Габариты наушников 32 на 20,6 на 20,5 мм. Звуковод круглой формы с выступом для удержания амбушюр и, разумеется, металлической сеточкой. Все стандартно для Anker Soundcore. Его размеры 5,8 на 3 мм. Ключ на 30,2 на 11,9 на 16,5 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе и не только, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где я публикую результаты тестов до обзоров. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть единственная белая расцветка данной модели. Дизайн бокса лично мне очень понравился. Изготовлен бокс из матового пластика с покрытием, слегка напоминающим Soft Touch. Материалы не марки, и потертости бокс за время моего использования не собрал, что очень хорошо. Но отмечу, что на Али уже достаточно различных кейсов под этот бокс. Можете их использовать. Бокс не скользкий, сборка, как и качество материалов, отличная. В кармане он слегка мешается. И отмечу, что вместе с наушниками и ключом бокс довольно увесистый. На корпусе расположили интересно оформленный LED-индикатор в виде кольца, логотип с тиснением и разъем USB Type-C с кнопкой для сопряжения. В целом ничего необычного, но LED-индикатор добавляет игрового стиля. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, ко всему достаточно удобно. Шарнир пластиковый, люфт небольшой есть, но только в закрытом состоянии. Крышка имеет фиксацию в открытом положении, что удобно. Хлопок при закрытии бокса глуховатый. Внутри расположили два глянцевых вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, краткую информацию мелким шрифтом, прорезиненную вставку на внутренней части крышки, маркировку left и right и прорезиненное место под ключ. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться вытряхнуть их с закрытой крышкой, то они не вылетят. Извлекать наушники из бокса довольно удобно, как и ключ. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из тактильно приятных материалов, сборка топовая. Из всех игровых наушников, которые у меня были, эти наушники смотрятся премиально. Я бы сказал, лучше всех. Даже LED-подсветка в виде 3 полос на каждом наушнике выглядит интересно и недешево. По поводу посадки, здесь все отлично, подойдут они, разумеется, многим. Посадка плотная, из ушей выпирают наушники не сильно. Дискомфорта при длительном использовании я не обнаружил, уши не устают. При занятии спортом из ушей не выпадают, что хорошо. Пассивная шумоизоляция отличная, на корпусе есть 2 контакта для зарядки, логотип компании, надпись «Дизайн от Soundcore», микрофоны, маркировка left и right и сенсорная область для управления. Из тапов есть одиночный тап, двойной тап и удержание. Из команд на борту play, пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ, сброс вызова, регулировка громкости, включение-выключение микрофона и включение-выключение режима суперслух. Одиночное нажатие на борту, но хорошо, что его можно выключить в приложении, чтобы не было ложных срабатываний. Настроить полноценное нажатие возможности нет, так как придется выбирать, какие команды оставить, а какие отключить. Но в целом лично для меня все нужные команды я могу настроить. К примеру, я не пользуюсь голосовым ассистентом. На тапы наушники откликаются хорошо, команды не сопровождаются системными звуками или озвучкой, что довольно непривычно. Оснащены наушники 11-мм динамическими драйверами, есть поддержка технологии Bass Up и технология Lightning Sync для сверхнизкой задержки. Что режимы ANC, что режима прозрачности не завезли. Функция суперслух предназначена для улучшения качества звука, стрельбы и шагов, но с этим режимом отключается выбранный до этого эквалайзер. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются с ранее сопряженным устройством после открытия крышки бокса. Мультипоинта, датчик
датчиков автопаузы не завезли, как и анимации. За отсутствие датчиков автопаузы минус, но вот функция мультипоинта есть, только она реализована иначе. К одному устройству наушники можно подключить через ключ, к другому по Bluetooth. К слову, данный тип подключения позволяет отвечать на входящие звонки, не приостанавливая игровой процесс. Далее, что касается ключа. Сам ключ выполнен в соответствующем дизайне, он имеет световой индикатор и плюс еще разъем USB Type-C. Очень круто, что для него есть место в боксе, но все-таки небольшой минус присутствует. Форма ключа позволяет подключать его только в разъемы, которые расположены на плоской поверхности, и ключу ничего не должно мешать для того, чтобы подключиться к разъему. Не скажу, что это большая проблема, но о ней нужно помнить. Также, к примеру, у меня при подключении ключа к OnePlus 10T стоковый чехол мне мешал и приходилось его снимать. Данный ключ предназначен для воспроизведения звука практически без задержки. Они подключаются к Oculus, шлему PS4, PS5, ПК, свитчу, смартфонам и другим подобным устройствам. Но вот с Xbox данный ключ не коннектится по заявлению производителя. Ключ использует стандартную частоту на 2,4 ГГц, она, напоминаю, максимально стабильна. Также, благодаря разъему Type-C, к примеру, очки виртуальной реальности Meta Quest 2 можно заряжать во время игры. И на качество звучания или связь это никак не повлияет. При зарядке других устройств будут проблемы. К примеру, у меня, заряжая смартфон, он просто держал заряд, но не заряжался. Для того, чтобы переключаться между несколькими устройствами, можно купить еще несколько ключей и подсоединять их к устройству. И в приложении можно будет переключаться между устройствами. Емкость аккумулятора бокса и наушников не указана. Полный цикл зарядки бокса у меня занял 1 час 25 минут. Беспроводной зарядки нет. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал. Полный цикл зарядки наушников 50 минут. Отыграла эта пара на 65% громкости по кодеку AAC со стоковым эквалайзером по Bluetooth соединению 5 часов 46 минут. С боксом данная пара может прослужить до 23 часов. Быстрая зарядка в моем случае 10 минут дает 1 час воспроизведения музыки в тех же условиях. Время автономной работы в целом хорошее, хватит его многим, как по мне. Далее, водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX4. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд. По итогу функционал не пострадал. Но вам я не советую подобным заниматься, так как такой класс защиты защищает максимум от мелкого дождика или пота. Для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Soundcore. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников, не в процентах, что FL, и заряд бокса мы не видим, он не отображается. Далее есть настройка световых эффектов, на выбор 5 цветов и 3 режима, такие как режим дыхания, обыкновенный режим экономии заряда батареи. Далее есть настройка ключа, эквалайзер с предустановками в количестве 22 штук и даже 8-полосный кастомный эквалайзер. Можно завести достаточно много кастомных предустановок, также в приложении можно настроить тапы, включить-выключить режим суперслух, режим игра и разговор и микрофон. В настройках есть функция для улучшения качества подключения к MetaQuest, а также обновление прошивки и краткое руководство. Обновление мне, к слову, уже прилетало. Летим дальше. Bluetooth здесь версии 5.2, почти последний. Из кодеков на борту SBC и AAC ключ использует кодирование LC3. Через 2 стены не отваливались они, и фризов я не наблюдал как по Bluetooth соединению, так и по ключу. Задержка на YouTube, разумеется, незаметна. В играх задержка с подключенным ключом достигает по заявлению производителя 30 миллисекунд. Конечно же, играть очень комфортно, так как картинка и звук отлично синхронизированы, и качество звучания в играх очень приятное. Без ключа задержка заметна. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны во время разговора справляются с задачей хорошо, собеседник не жаловался на качество звука. Но вот при записи видео, используя микрофоны наушников, иногда проскакивает проблема. Особенно это заметно, если записывать все на улице. Пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Anker Soundcore VRP10. И еще раз отмечу, что это лучшие игровые наушники с точки зрения внешности и задержки, которые я вообще встречал на рынке. И не забываем, что это Anker. Но опять же напоминаю, что уши в первую очередь про игры, не про звук. За эти деньги у Анкеров можно со звуком лучшим купить. И все, в принципе. Пример вы услышали. Звучание. Для VR-игр данная пара однозначно хороший вариант, так как они отлично передают звук на 360 градусов. В плане качества звука, к примеру, при воспроизведении музыки, все очень даже хорошо. Anker, как всегда, делает все отлично. В стоковом звучании запаса громкости достаточно. Я лично прослушивал музыку не выше, чем на 65%. Звучание данной пары приятное и басхедное, но напоминаю, что в приложении есть хорошо настроенные заготовки и кастомный эквалайзер, на которые наушники откликаются отлично. Ко всему есть технология Bass Up, бас упругий и глубокий, средний бас в наличии как ощущение многослойности. Высокие звучат выразительно. Середина с хорошей проработкой, звучание сбалансированное. Детальности звучанию достаточно. Сцена шире средней, как для ТВС наушников, инструментал, как и вокал для данной пары не помеха, звучит все качественно и приятно. Из минусов: форма ключа, нет датчиков автопаузы, нет активного шумодава, нет полноценного мультипоинта, нет беспроводной зарядки бокса, нет анимации, выключение игрового процесса при воспроизведении музыки на смартфоне, подключенного по Bluetooth к наушникам, тоже является минусом. Цена по ссылке в описании к видео, наверное, относится больше к плюсам. Промокоды смотрим в телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться еще на телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там мы обсуждаем новинки в режиме онлайн. Резюмирую. Беспроводные наушники Anker Soundcore VRP10 интересная модель. Конечно, учитывая все нюансы, рекомендовать их на 100% я не могу. Мне лично они понравились, учитывая стоимость и учитывая, что при помощи ключа по задержке получаете чуть ли не проводные наушники. Все здесь зависит от ваших предпочтений. Если вам нужны беспроводные уши для игр, советую однозначно. Так же, как и беспроводные наушники, допустим, для того же VR-шлема. Не забудьте подписаться на канал. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Девайсу от меня да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.